Почему ты так много работаешь, стараешься, учишься, а деньги все равно ускользают? Почему иногда они приходят, но уходят так же быстро, словно ты не имеешь права их удержать? Дело не в том, что ты ленивый или недостаточно умный. Проблема глубже. Внутри тебя могут стоять денежные блоки, старые программы и убеждения, которые незаметно управляют твоими поступками. Сегодня я покажу тебе 7 самых сильных блоков, которые мешают тебе жить в изобилии. И главное, мы вместе сделаем практики, чтобы вытащить корни этих блоков. Не поверхностно, не на уровне слов, а глубоко, чтобы освободить подсознание и тело. Готов? Тогда начинаем. Блок 1. Я недостоин, я не заслуживаю. Этот блок рождается, когда человек усваивает. Лучшее не для меня. Причины. Недостаток любви и поддержки в детстве. Вместо похвалы – критика и сравнение. Один из родителей, чаще всего мама, сама жила с убеждением «я недостойна», и ребенок перенял это как норму. Проявление. Не даешь себе лучшее, откладываешь желание на потом. Жертвуешь собой ради других, чтобы заслужить любовь и одобрение. Ставишь себя на уровень ниже, чем окружающие. Боишься просить достойную оплату или принять больше, чем привык. На самом деле это не слабость и не ошибка характера. Это программа, которую когда-то встроили. Она не отражает твоей реальной ценности. И ее можно переписать. Практика. Закрой глаза и спроси себя. Когда я впервые почувствовал, что я недостоин? Кто вложил в меня эту мысль? Позволь воспоминанию подняться. Может, это слова родителей, насмешка в школе, момент унижения. Почувствуй ту боль. Теперь представь перед собой своего маленького «я». Подойди и скажи: «Ты достоин. Ты всегда был достоин. Тебе не нужно ничего доказывать, чтобы иметь право на любовь и изобилие. Я с тобой. Теперь я забочусь о тебе». А затем возьми лист бумаги и напиши минимум 20 фраз, начиная со слов «я достоин». Например, «я достоин денег», «я достоин успеха», «я достоин легкости и радости». Пиши не умом, а сердцем. Блок 2. Страх и стыд богатства. У многих людей внутри сидит убеждение: богатым быть опасно. Причины. В детстве внушали: не высовывайся, богатых не любят, честно больших денег не заработаешь. В фильмах богатых показывают как злых или жадных. Подсознание решает: лучше быть бедным и хорошим, чем богатым и плохим. Как это проявляется? Деньги приходят, но ты тут же тратишь или теряешь, боишься говорить о своем доходе, стесняешься успеха. Практика. Спроси себя: что страшного случится, если я стану богатым? Чего я боюсь? Выпиши все. Мне будут завидовать, меня бросят, я стану плохим. Теперь рядом напиши новые фразы. Я могу быть богатым и любимым. Я могу быть богатым и честным. Мой успех приносит пользу другим. Сделай глубокий вдох и почувствуй, как эти слова звучат в теле. Замени стыд на гордость. Блок 3. Неуверенность в себе плюс денежные травмы. Неуверенность часто рождается из болезненного опыта, долгов, провалов, обмана или критики близких, которая закрепляет внутри страх снова потерпеть неудачу. Из-за этой памяти боли человек откладывает возможности и избегает действий, которые могли бы принести рост. Причины. Долги, провалы, обман, предательство. Критика. Ну вот, опять все испортил. Проявление. Ты боишься снова пробовать. Считаешь, что не потянешь. Откладываешь действия. Практика. Вспомни свой самый тяжелый финансовый провал. Закрой глаза и скажи: да, это было. Я признаю этот опыт. Но я не мои ошибки. Я больше этого. Потом возьми тетрадь и запиши 10 ситуаций, где у тебя получилось. Даже мелочи. Я заработал первые деньги. Я вернул долг. Я купил себе то, о чем мечтал. И задай себе вопрос: если бы я полностью доверял себе и своей силе, что бы я сделал прямо сейчас? Блок 4. Денежный потолок. Это невидимая граница, выше которой человек будто не позволяет себе подняться, даже если у него есть все возможности. Причины. Убеждение «много опасно». Привычка жить на уровне родителей. Страх, что слишком много, разрушит привычный мир. Проявление. Доход всегда возвращается к одной и той же сумме. Сверхзаработанное быстро тратится или теряется. Практика. Закрой глаза и спроси: какая сумма для меня безопасна, а какая вызывает напряжение? Теперь представь, что твой доход увеличился в 10 раз. Почувствуй, где в теле зажим. Положи туда руку и скажи: я разрешаю себе и эту сумму.
Я расширяюсь. Я могу больше. Повторяй визуализацию каждый день. Блок 5. Богатые равно плохие. Это убеждение рождается, когда деньги ассоциируются не с возможностями, а с жадностью, обманом и несправедливостью. Причины. Родители. У всех денег нет и у нас не будет. Социальные клише. Богатые воруют, богатые несчастны. Как это проявляется? Подсознательный саботаж. Лучше быть бедным, но хорошим. Практика. Возьми лист и напиши. Богатые. Выпиши все, что приходит. Спроси себя. Чьими словами я это слышу? Родителей? Учителей? Фильмов? Затем перепиши. Богатые могут быть щедрыми. Богатые могут быть добрыми. Найди хотя бы 3 реальных примера людей, которые богаты и при этом щедрые и честные. 6 блок. Страх неудач. Этот страх словно держит человека на тормозах. Он парализует движение вперед еще до первого шага. Причины. В прошлом не получилось. Стыд за провалы. Чужая критика. Проявление. Откладывание. Не начинаешь проекты. Паралич перед шагом. Практика. Спроси себя. Что самое страшное случится, если я попробую и не получится? Выпиши все. Теперь спроси. А что самое лучшее может случиться? Почувствуй разницу. Скажи себе. Даже если не получится, я все равно ценен. Моя ценность не зависит от результата. Сделай маленький шаг, который раньше откладывал. Блок 7. Родовые сценарии. Иногда деньги блокируются не из-за личного опыта, а из-за наследованных программ, которые передаются через поколения. Причины. В роду бедность, войны, раскулачивание, потери. Подсознательная лояльность. Жить лучше них – предательство. Проявление. Ты живешь на том же уровне, что и родители. Блокируешь рост. Практика. Закрой глаза и представь за спиной весь свой род. Скажи: «Я уважаю ваш путь. Я вижу ваши страдания. Но я не обязан повторять ваш опыт. Я благодарю за жизнь. Я беру вашу силу и иду своим путем. Я выбираю изобилие». Напиши письмо предкам. «Дорогие мои предки, я уважаю ваш путь и ценю вашу силу, которая помогла вам пережить тяжелые времена. Но я отсоединяюсь от всех программ и обетов, ограничивающих изобилие и процветание, которые передавались в нашем роду. Я с благодарностью принимаю вашу поддержку и выбираю для себя новый путь. Путь процветания, радости и изобилия». Сожги письмо. Денежные блоки есть у каждого, но у каждого есть и сила их проработать. Главное – действовать, а не откладывать. Какой блок ты узнал в себе? И напиши в комментариях, как у тебя прошла практика. Твой опыт может стать поддержкой для других. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски с мощными практиками для улучшения вашего финансового благополучия и расширения мышления изобилия. Помните, вы достойны процветания, и Вселенная уже готова вам его дать. Если вы готовы пойти дальше, приглашаю вас на бесплатный марафон по нейрографике, где мы будем работать с темой денег через рисунок, подсознание и новое мышление. Ссылку на участие вы найдете в описании под этим видео.